Всем привет! С вами Регина Кутимская. Уверена, вы часто слышали информацию о том, что нельзя нагревать мед, и при нагревании мед превращается в яд. Меня заинтересовало, миф это или правда. Поэтому я провела свое небольшое исследование. Сегодня я вам расскажу, что происходит с этим чудодейственным продуктом при термообработке. Проявляются ли лечебные свойства меда при нагревании? Могу заверить, что настолько подробной информации больше нигде не представлено. Ставьте лайк и переходим к лекции. Итак, что происходит при нагревании меда? Для того, чтобы подойти к сути вопроса, необходимо знать о том, что происходит в процессе термообработки продукта. Его компоненты вступают в определенную химическую реакцию. При повышении температуры до 40 градусов по Цельсию начинается разрушение сахаров, которые входят в состав меда. Это фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза и другие дисахариды и полисахариды. В зависимости от вида меда пропорции этих сахаров могут отличаться. Любые сахара после своего распада образуют гидрооксиметилфурфурол. Данный элемент еще называется просто оксиметилфурфурол или ОМФ или 5-гидрооксиметилфурфураль. Он образуется в течение 12 часов после нагрева до 40 градусов по Цельсию в небольшом количестве. Но его объемы начинают расти более стремительно, когда температура поднимается до 60 градусов по Цельсию и выше. При 120 градусах по Цельсию этот элемент полностью распадается и теряет свои свойства. В натуральном меде, не обработанном термически, ОМФ содержится в крайне малых количествах – от 0,34 до 5 мг на килограмм продукта. При этом ферменты самого меда способны нейтрализовать его практически полностью. В чем заключается вред нагретого меда? Единственное и, возможно, вредное вещество, которое может выделять мед после термообработки, это оксиметилфурфурол, о котором я сейчас рассказала. Но так ли он опасен для здоровья? В мире было произведено несколько исследований для решения данного вопроса. Например, можно найти соответствующие документы в архиве Российской академии медицинских наук РАМ за 1975 год. Ученые разных стран пришли к единому выводу, что ОМФ – это потенциально канцерогенное вещество. Это значит, что с одной стороны в больших количествах он вреден для организма, так как не выводится естественным путем, накапливается в печени, способен изменять геном клетки, а это в свою очередь может приводить к раковым образованиям, параличу, судорогам. Но большое количество – это сколько? Чтобы лучше понимать, большое количество оксиметилфурфурола может накопиться в организме, если съедать несколько килограмм нагретого меда ежедневно в течение долгого времени. Я не знаю людей, кто на такое способен. С другой стороны, ученые говорят, что вред от воздействия ОМФ после попадания в организм человека несет лишь потенциальный характер. То есть риск возможен, но его еще никто не доказал. Прямое влияние оксиметилфурфурола даже в больших дозах на человеческий организм никем и никогда выявлено не было. Эксперименты проводились только с отдельными клетками. При этом реакцию организма в целом ученым определить крайне сложно. Причина здесь в том, что тело – это особенный биоинструмент, который заключает в себе много разных механизмов защиты. Иногда они попросту не дают возможности запуститься некоторым потенциально опасным биохимическим реакциям. И находят для этого разные способы. Особенно если что-то угрожает самому организму. Человеческое тело – это умный инструмент. Кроме того, в самих продуктах, которые содержат ОМФ, присутствуют также и различные антиоксиданты. Они способны приостановить негативное действие этого потенциально опасного элемента в организме человека. Ко всему прочему, люди, которые заботятся о своем здоровье, употребляют в первую очередь натуральные продукты, могут быть уверены, что их внутренние системы защиты работают исправно. Стоит отметить еще и тот факт, что в большинстве продуктов ОМФ не отмечается, хотя содержится в них куда в большем количестве, чем в том же нагретом меде. Это касается всех процессов, в результате которых происходит распад любых сахаров. Например, если мы готовим варенье, даже просто термически обрабатываем фрукты,
варим, запекаем и прочее, происходит мощнейшее выделение оксиметилфурфурола, так как фруктоза при разрушении образует этот элемент быстрее и больше других сахаров. В варенье, джеме может содержаться ОМФ в размере до 160 мг на 1 кг продукта. Во всем мире распознавание ОМФ в меде необходимо лишь для того, чтобы выяснить, соответствует ли продукт стандартам качества. Так специалистам проще узнать, подвергался ли он какой-то обработке, имело ли место недобросовестное воздействие или слишком длительное хранение. Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод, что нагретый мед не несет вреда организму, особенно при умеренном употреблении. Никаких опасений здесь нет и быть не может. Необоснованные слухи стали причиной для массовой дезинформации. Мнение о том, что нагретый мед превращается в яд, это чистой воды миф. Следуем дальше. Теперь уже интересно, а есть ли польза от нагретого меда? Ведь бытует также мнение о том, что после нагревания свыше 40-45 градусов по Цельсию продукт просто теряет свои целебные свойства и становится пустышкой. Что ж, будем разбираться. Для этого я обратилась к статьям известного исследователя в мире пчеловодства Олега Николаевича Машенкова. Немного отклонюсь от основной темы, чтобы пояснить свой выбор. Этот человек не просто любитель своего дела. В биографии Машенкова можно найти сведения о том, что он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, обучался в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева, был завкафедрой специальной химической технологии, стал кандидатом технических наук. Машенков – человек широких знаний, и он в свое время готовил офицеров, специалистов по радиационной, химической и биологической защите, а также ученых, которые на сегодняшний день трудятся в разных странах мира. Кроме того, Олег Николаевич стал автором множества полезных статей и книг, в том числе учебника «Органическая химия». То есть это подтверждает, что Машенков крайне досконально подходил к изучению каждого вопроса и отлично разбирался в сути выбранной темы. Его мнение можно считать авторитетным. Пчеловодство стало основным увлечением ученого на пенсии. К этому процессу он также подошел очень детально. Профессор описал результаты своих исследований в журнале «Пчеловодство». Например, в публикации «Целебные свойства нагретого меда» Машенков пишет: при нагревании меда ферменты и некоторые витамины разрушаются, высвобождая подвижные ионы металлов, активирующие в организме человека действие многих биологических катализаторов. Когда где-либо говорят или пишут о термообработке меда, то останавливаются обычно только на том моменте, что все полезные вещества в нем распадаются, и к ним относятся ферменты и витамины, а вместе с ними вроде как теряется и вся польза продукта. Но дальше биохимический процесс не рассматривают, хотя это вовсе не завершающая его стадия. На самом деле происходит следующее. При нагревании меда свыше 40-45 градусов по Цельсию высвобождаются ионы различных элементов органического происхождения. Калия, натрия, меди, цинка, марганца, железа и другие. Именно они, в свою очередь, необходимы человеческому организму для того, чтобы проводить естественные химические реакции. Ионы могут встраиваться в ферменты внутри тела человека. Благодаря этому происходит регулирование различных биохимических процессов. Например, пищеварение осуществляется за счет работы определенных ферментов. При этом системы организма могут качественно и слаженно функционировать. Также высвободившиеся ионы микроэлементов являются участниками других естественных реакций, которые поддерживают нормальную жизнедеятельность клеток. В своей статье Машенков отмечает, что нагретый мед применяли в своих рецептах известные целители и врачи древних времен, как, например, Авиценна. Про целебные свойства меда в термически обработанном виде знали и наши предки. Они готовили различные отвары, обладающие целительными силами. По некоторым рецептам мед не просто грели, а подвергали кипячению в течение длительного времени. Их основой была медовая вода. Для нее брали 1 часть меда и 2 части чистой пресной воды, то есть без солей, дистиллированной воды. О том, почему для здоровья важна именно дистиллированная вода, можете узнать из другой нашей лекции. Ссылка в подсказках.
И эту медовую воду уваривали до тех пор, пока объем не уменьшится втрое. Затем процеживали. Сама медовая вода обладала лечебными свойствами. Она помогала при слабости, опухолях, кашле, а также как противоядие, то есть выводила токсины из организма. При совмещении с травами, растениями, семенами получались природные лекарства для исцеления множества болезней. Ангина, опухоли, кашель, костные и нервные заболевания и прочее. Также в своей статье Олег Николаевич отметил, что и сегодня, например, нагретый мед с соком подорожника рекомендуют при гастрите и раке желудка, с соком репчатого лука при бронхиальной астме, со зверобоем при туберкулезе, с калиной при кашле. Опираясь на труды известного биохимика, мы выяснили, что нагретый мед приносит организму только пользу. Лечебные свойства меда при нагревании также очень значительны и раскрываются с другой стороны. Так что можно смело готовить чаи, настои, отвары, выпечку и разные блюда с этим вкуснейшим и полезным продуктом. Я, например, очень люблю добавлять мед в домашний хлеб и другую выпечку. Разные виды меда придают им необыкновенный вкус. Подведем итог нашей лекции. Миф о вреде нагретого меда полностью развеян. Никем и никогда не было выявлено его негативное влияние на организм человека. Наоборот, этот природный пчелиный продукт способен раскрыть свои лучшие качества именно после термообработки. Никогда просто так не доверяйте необоснованным слухам. Если данная информация касается непосредственно вашего здоровья, то стоит уделить ей особое внимание, углубиться в изучение темы. Это наша возможность укрепить здоровье не только собственное, но и будущих поколений. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!